Добрый день, дорогая церковь. Сегодня мы с вами будем читать из 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стихи. И наша тема нашего отрывка – это благодать и щедрость. И поэтому я сейчас, давайте, вот я предлагаю, чтобы мы сейчас вместе прочитали этот текст, и потом мы потихонечку попытаемся разобраться, вот, что Павел хотел сказать о благодати и щедрости вот конкретно вот в этом отрывке. Я буду читать из нового русского перевода НРП. Итак, братья, мы хотим сказать вам и о том, какую благодать Бог проявил к церквам в Македонии. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволения помочь святым. То, что они сделали, превзошло все наши ожидания, ведь они даже самих себя отдали, прежде всего Господу, а затем по воле Божьей и нам. И вот мы попросили Тита, чтобы он, раз уже начал, довел бы вас до конца это милосердное дело, поскольку у вас во всем изобилие. У вас есть вера, красноречие, знание, рвение и ваша любовь к нам. То мы хотим, чтобы вы проявили ваши лучшие качества и в этом деле милосердие. Я не приказываю вам, но говоря о рвении, которое проявляют другие, я через это хочу испытать искренность вашей любви. Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности вы стали богатыми. Я вам советую поступить так. Закончите то, что вы начали в прошлом году, так как это полезно вам самим. Ведь вы не только первыми начали это дело, но и первыми замыслили его. Так и при завершении дела проявите то же усердие, что вы проявили при его замысле. Давайте столько, сколько позволяет ваш достаток. Ведь если есть желание, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Мы не хотим, чтобы другим было облегчение за ваш счет, но чтобы было равенство. В настоящее время ваш достаток облегчит их нужду, а их достаток в свое время облегчит вашу. Тогда будет равенство. Как написано, у того, кто собрал много, не было излишка, и у того, кто собрал мало, не было недостатка. И вот, это вот наш сегодняшний такой отрывок. И если вот сказать просто вот своими словами, попробовать описать, да вот простыми словами, что здесь происходит? Павел обращается к Коринфской церкви и просит, чтобы они собрали, ведь, видимо, уже там шел такой вот этот процесс, завершили какие-то там пожертвования для Иерусалимской церкви. Потому что, он говорит, и он приводит в пример македонских церквей. Это он говорит, македонские церкви, хоть и у них не было так много, то есть они, говорят, живут в бедности, в нищете, но несмотря на это, они настояли на том, чтобы собрать пожертвования и послать для Иерусалимской церкви. Как бы вот Павел вот делает такой пример. И он приводит примеры Христа и в конце заканчивает с цитатой из книги Исхода. И этот отрывок можно поделить по-разному. Я попытался сам как можно легче сделать, для себя. Посмотрим. Да? И вот как он начинает, Павел начинает вот эту мысль. Да? Вот первый стих мы читали сегодня. Да? Вот, братья, мы хотим сказать вам и о том, какую благодать Бог проявил к церквам в Македонии. И из этого мы можем сделать самый простой вывод, что Бог – источник благодати и щедрости.
И главный термин вот в нашем сегодняшнем отрывке это будет благодать, или на греческом слово харис. Вот это слово, почему он главный термин, потому что он чаще других вот слов, терминов повторяется вот в нашем отрывке, это харис. И когда я сегодня утром проповедовал, мне парочку человек подошли, сказали, там слишком много греческих слов на иврите. Ну, чтобы вам вдруг не показалось, да, что я там какой-то эксперт. Когда я вот поступал в семинарию, там, на докторскую программу, вот там они смотрят меня, вызвали на собеседование, там был наш декан, и они говорят, ну, мы видим, ты, оказывается, брал, ну, все языки, которые мы здесь преподаем, типа греческий, иврит, вот, который ты знаешь лучше. А я там знаю, что там в этом комитете сидит там один ветхозаветник, с которым мне предстояло брать там 7 курсов. Я им сказал правду, абсолютную правду. Я сказал, и тот, и другой язык я знаю очень плохо. Но если дело пошло, вот стоит таким так, вопрос стоит так, вот, который я знаю лучше, то я знаю этих оба языка очень плохо, но мой иврит гораздо хуже, чем мой греческий. Ну, да, поэтому, да. Но при этом, я уж когда вот эту проповедь проповедовал вот на протяжении вот этой недели вот своей жене Нине, я ей говорю, вот наш главный термин, вот харис, вот я говорю, каждый человек, каждый верующий, который ходит в церковь достаточно давно, слушает проповеди более-менее внимательно, хоть и ни разу, вот как я, да, или вот как наш главный пастор Андрей, вот не учился в семинарии, знают, ну да, вот что это слово благодать на греческом это харис. Я думал, сижу и думаю, вот пока готовлюсь, копаюсь в этих комментариях, там, ищу в интернете что-то. И я осознал, оказывается, я сам не совсем хорошо понимаю глубину этого слова, этого понятия, вот, благодать. Вот, что это такое благодать? И мне кажется, вот Павел, как эксперт Библии, да, вот, я думаю, он знал вот, лучше, чем кто-либо из нас, вот именно вот Ветхий Завет, потому что он был сам евреем, он был фарисеем, он был таким ученым Ветхого Завета, можно сказать, нашими словами, да. И он, когда эти слова писал, и он также подразумевал, что его первые читатели тоже знают, что означает харис, и имеет такой вот, насколько вот широкий спектр вот этого слова, вот этого понятия, вот харис, вот благодать. Когда он делает вот этот призыв, да, он говорит, проявите благодать. Посмотрите, потому что Бог проявил благодать для вот, македонских церквей. Он дает как бы несколько разных оттенков. И вот смотрите, вот как он развивает мысль вот с 2 по 5 стихи, когда он именно говорит про македонские церкви. Вот я извиняюсь, у меня там утром жаловались тоже, что там слова очень не видно, да. Вот там написано, их радость изобиловала, и там греческое слово стоит «пересюё», да, несмотря на их глубокую бедность, вот несмотря на их такой вот «птохея», там вот на греческом языке, и их богатство, вот богатство македонских церквей, которое сподвигнуло их проявить вот эту благодать, она была внутреннее богатство через искреннюю отдачу. Вот если вот быть, в общем, вообще таким вот дотошными, вот смотреть, вот знаете, там по всяким лексиконам, да, вот в этом нашем отрывке на самом деле вот слово вот щедрость, вот как бы, ну его нету на греческом языке, но он отдает вот эту мысль, да, что они искренне отдавали сверх того, что они могли бы, они отдавали, несмотря на свою бедность, несмотря на свое вот такое бедственное положение, они отдавали, сами настаивали на том, чтобы отдавать, да, то есть у них не отбирали у македонских церквей, они добровольно отдавали, они были готовы отдать. И это щедрость, это может быть только щедрость. И когда Павел говорит, он говорит, что македонские церкви, они хотели в этом участвовать, да, в этом служении, чтобы подчеркнуть вот единство и взаимную поддержку в служении. То есть македонские церкви четко осознавали, что церковь в Иерусалиме такие же там братья и сестры, вот как они сами сидят. И поэтому они как бы стремились к этому единству. И чтобы ее поддержать, вот они говорят, вот мы дадим, у нас очень плохо, но в Иерусалимской церкви еще хуже. И мы хотим дать им, мы хотим их благословить. И когда человек дает сверх того, что он может, чем его позволяет вот это
его материальное положение, да, или как бы не только материальное, может быть, эмоционально-психологическое положение. Это обычно вот в Ветхом Завете обозначалось таким словом, как хесед, что означает любовь в завете. И вот эта любовь отдавать сверх того обычно случается только тогда, когда люди находятся в заветных отношениях. Когда вот мы, вот каждый из нас, вот живем в этом мире, живем в нашем обществе, и у нас есть разные аспекты нашей жизни, и в каждом из них есть какие-то люди. Ну, мы ходим в магазин, мы ездим там на автобусе, на троллейбусе, на такси, ходим на базар, в магазин. У нас есть наши коллеги, родственники. Да. Но заветные отношения – это отношения, которые более тесные. Например, это отношения мужа и жены. Подразумевая, да, мы будем подразумевать только самое лучшее вот о наших и братьях, сестрах. Я подразумеваю, что каждый муж и каждая жена любят друг друга больше всех. И поэтому они будут проявлять друг другу бесконечное или безграничное, будут проявлять щедрость, будут проявлять благодать. Почему мы говорим вот это слово щедрость, благодать именно в отношении любви? Потому что вот в нашем отрывке, знаете, вот слово «деньги» ни разу не упоминается. Слово «серебро» или слово «золото», или любая какая другая валюта ни разу не упоминается в нашем отрывке. И когда люди находятся вот в таком заветном отношении, да, вот на иврите берит, или вот тогда они проявляют больше всего вот этот хесед. И македонские церкви, из-за того, что они считали вот Иерусалимскую церковь, да, вот своими братьями, они считали, что они хотят поучаствовать в этом, что они чувствовали это глубокое осознание единства, поэтому они хотели показать вот эту благодать. И интересно, что это проявлять такое милосердие или проявлять вот такой образ любви, это первый, да, это то, что Бог требует от человека. Мы читаем это вот в книге Михея, пророка Михея, 6 глава, 8 стих, там есть такие слова. «О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя. Действовать справедливо и любить милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом». Интересно, там написано, Бог требует от людей любить милосердие. И дальше он развивается, эта мысль тем, что в Новом Завете теперь, да, это слово развивается тем, что вот это милосердие, это потому что в первую очередь качество самого Бога. Мы это читаем вот в Ефесянам, во 2 главе, в 4 стихе, Павел говорит, «Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам». То есть милость не бывает без любви. То есть вот это выражение любви, оно проявляется через милость, когда мы показываем такую благодатную милость. И оно требуется от человека, с одной стороны. С другой стороны, это заключается в том, что это одно из качеств самого Бога. То, что у него есть Бога, и он это показывает. И здесь Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он говорит, вот македонские церкви проявили именно вот такую благодать. Вот их харис выражался в том, что они отдавали сверх того. Потому что вот этот их внутреннее стремление, вот этот внутренний драйв, он сподвигнул это. И дальше, теперь только после того, как показал Павел, что македонские церкви сделали для Иерусалимской церкви, он призывает Коринфскую церковь проявить ту же благодать или тот же харис, что сделали македонские церкви. И интересно, что Павел говорит, что у Коринфской церкви, чтобы проявить вот эту благодать или проявить вот это милосердие, да, вот это пожертвование, у них для этого есть все. И он перечисляет, что у Коринфской церкви есть. Как я до этого сказал, да, он не говорит им, что у вас очень большая экономика. Павел не говорит об этом. Павел не говорит им, у вас там очень много, я не знаю, там, высокий ВВП, много недвижимости, криптовалют, я не знаю, там, ценных бумаг, что можно еще, что вот сегодня считается за богатство. Он не перечисляет ни одного из них. Наоборот, он говорит, вы можете такую милость и такую благодать проявить, потому что вы богаты или у вас в изобилии ваша вера
вера, слово, знание, любовь и усердие. Из чего мы понимаем, чтобы человеку показать щедрость, ему не обязательно надо быть богатым, иметь очень много материальных блага. Надо иметь вот эти внутренние качества. И эти качества, если мы посмотрим, вот внимательно читаем Библию, обычно это качество праведника. И праведник, вот помните, я вначале говорил, да, вот Павел, он в первую очередь, он еврей, он в первую очередь, вот нашими словами говоря, ветхозаветник. И в Ветхом Завете, это вот на иврите слово цадака, это обозначает праведность, часто связанную с актами милосердия и социальной справедливости. К примеру, в Псалме 111, стих 9 мы читаем: «Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность, то есть его цадака, пребывает вовек. Рог его вознесется в славе». Также можно привести другой пример, да, вот, что вот эта праведность, она часто связана с идеей вот, милости или с идеей благодати. Вот наш другой ветхозаветный пример было бы это вот притчи 21:21, где мы в синодальном переводе читаем: «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь и правду». То есть праведность всегда сопровождается с тем, что он через проявление щедрости. И более того, согласно вот ветхозаветной концепции, да, проявлять щедрость или быть таким милостивым человеком, это было одним из самых главных требований праведника. То есть не бывает жадного праведника. Не бывает. Если кто-то говорит: я вот праведно живу, я праведник, называет себя праведником, но при этом очень жадный, очень скупой, никогда не делится, то его праведность ставится под очень большой вопрос. Тут такой человек, согласно Библии, не является полностью праведником. Поэтому это требование для праведника – проявлять милость. И здесь Павел говорит вот эту, что вы имеете все. Вам надо теперь актуализировать вот ваши желания, потому что у вас есть вера, у вас есть слово, у вас есть знание, у вас есть любовь, у вас есть рвение. Теперь вам надо актуализировать вашу праведность через это милосердие, которое македонской церкви сделали для Иерусалимской церкви. И дальше Павел, продолжая и развивая вот эту мысль, да, вот, продолжая свой призыв к Коринфской церкви, он приводит пример Христа. Он говорит: Христос стал бедным, чтобы мы стали богатыми, или чтобы вы стали богатыми. И здесь мы приходим к другому аспекту вот хариса, да, вот этого благодати. Это аспект, который заключается в добровольности. То есть, да, мы до этого сказали, что благодать и щедрость для праведника – это требование, да, это вот такой внешний аспект, да, вот извне, то, что он должен это делать, от него это ожидается. Но с другой стороны, здесь мы видим другой аспект, это в том, что это внутреннее стремление делиться. То есть человек всегда переполнен вот этим желанием, вот этой готовностью, вот этим добровольным желанием делиться. И на иврите это слово звучит как «недивут». И это не просто выполнение обязанности, а проявление великодушия, выходящее за рамки долга. Это одно дело, когда мы проявляем любовь, милосердие, да, когда мы как-то должны сделать, да, или как-то это требуется. И это совсем другое дело, когда мы сами стремимся к этому. Да, вот это такой синтез происходит. И интересно, что Павел приводит здесь пример Христа, потому что мы все здесь верующие христиане, мы знаем, что самая большая благодать, которую Бог проявил в Иисусе Христе, что Он, Иисус, отдал добровольно свою жизнь за наши грехи. То есть вот этот Павел здесь напирает на вот этот аспект добровольности. И мы можем также прочитать, привести пример из Ветхого Завета. Я не знаю, вот, кто как, да, вот у каждого есть какие-то свои там любимые герои там, или там любимые люди, пророки в Ветхом Завете. И Давид, наверное, царь Давид будет вот одним из таких, наверное, в тройке лучших, да, или там в пятерке лучших вот по стандартам
вот Библии, да. Но этот Давид, мы знаем, да, что он совершил вот немыслимое, самое ужасное зло, которое можно было бы представить. И при этом он был праведником, он был пророком, он был человеком, который избранный Богом. И при этом он совершил такое зло, да, что очень аморально, вот даже сегодня, даже самые неверующие люди осудили бы этот грех. Он взял в жены, получается, не просто взял в жены, а отобрал у одного из своих генералов его жену, при этом убил этого генерала и хотел это все дело скрыть. Но от Бога невозможно скрыть никакой грех. Вот Давид думал, вот я царь, вот я руковожу всем, у меня все схвачено, что я сделаю, люди это сделают. Что я прикажу, то и будет сделано. Но царь Давид был просто царем вот Израиля. И царь, чтобы искупить грехи царя Давида, не было никакой причины не было. Вот он полностью, безоговорочно виноват. В наших глазах, в глазах неверующих, вот кого угодно, любого нормального человека возьмем, то, что Давид сделал, это безоговорочный грех, это безоговорочное зло. И единственное, на что царь Давид мог рассчитывать, это на благодать, на милость Бога, которую Бог оказал бы ему добровольно. Поэтому вот в Псалме 50:14 мы читаем, да, потому что считается тот псалом, когда Давид сделал вот это зло, пророк Нафан его обличает, и он кается в грехе. И вон он пишет: «Верни мне радость твоего спасения и духом», вот у нас в синодальном переводе написано «владычественным поддержи», «владычественным духом поддержи меня». Но помните, да, я вначале говорил, что я и греческий, и иврит знаю очень плохо, и мой иврит гораздо хуже, чем мой греческий. Но даже при этом мы вот видим, что на иврите там написано слово, вот, которое я вначале здесь говорил, недивут, чтобы Бог проявил ему щедрость, Бог ему проявил вот эту, вот эту добровольную щедрость. Но почему-то вот в русских переводах Библии это вот переведено как владычественный. И я там посмотрел, там немного полазил, и искал какие-то другие древние переводы Библии, как там переведено. И вот один из древнейших этих переводов, это было бы Пешитта. Это Библия, которая использовалась вот в сирийской традиции. Вот я небольшое отступление. Да? Вот помните, вот наши друзья приходили, говорили про Церковь Востока, или как еще их других называют, несторианами, которые были, их литургия происходила на сирийском языке, и они использовали Библию, которая вот мы сегодня называем Пешитта, вот перевод на сирийский язык. То есть эти были христиане, которые жили вот в нашем регионе. И в их переводе он больше, более точнее отражает вот это, то, что было на иврите. Там написано «сабурта руха». И что тоже означает вот эта добровольная готовность отдавать или добровольность, готовность делиться. И если мы прочитаем вот в таком переводе, тогда наш стих, вот в Псалме 50:14 будет звучать так: «Верни мне радость твоего спасения и духом добровольным поддержи меня». То есть Давид знает, что нет ни за какой его заслуги, ни за прошедшие, ни за будущие заслуги, он не может оправдаться вот за этот грех, он не может его никаким образом объяснить или искупиться. Единственное, на что он может надеяться, это вот добровольное решение Бога. И здесь Павел напоминает Коринфянам Христа, который Христос пришел простить ваши грехи, проявил для вас такую неимоверную милость, неимоверную благодать, простить ваши грехи. И Христос не должен был этого делать. То есть ничего не требовало от Бога, чтобы Он отдал Своего Сына за наши грехи, за наши злодеяния, да, за наше такое греховное состояние. Но Бог это сделал по своему решению, добровольно отдал Своего Сына. И когда Павел приводит Христа в пример, мы должны это осознавать, да, что он говорит Коринфянам. Вот македонские церкви сделали, несмотря на свою бедность, а Христос это сделал, потому что Он сделал это добровольно. И он говорит им: вы также можете сделать добровольно, проявить вот это милосердное дело и поучаствовать для вот сбора поддержки для Иерусалимской церкви.
И дальше, после того, как Павел приводит в пример Иисуса Христа, он продолжает вот обращение к Коринфянам, и он призывает Коринфян завершить вот это начатое дело с тем же рвением, желанием и готовностью. Потому что вот мы в нашем отрывке читали, да, что он говорит, как вы в прошлом году замыслили это дело. Да, ну, получается, что они не сделали, не доделали, то есть они заявили, сказали, мы сейчас поможем, мы поучаствуем в этом сборе поддержки для Иерусалимской церкви, но по факту они еще ничего не сделали. Поэтому Павел им напоминает, он говорит, вот помните, вы говорили, вы сказали, вы обещали, что вы будете в этом участвовать, пожалуйста, теперь вот пришло время, сделайте. Пусть Тит к вам приедет и соберет ту эту поддержку, которую вы хотите дать для Иерусалимской церкви. И здесь это призыв к завершению. Если начали, то доведите до конца. Мы не думаем, что Бог будет благословлять вот начатое, но оставленное дело. Мы хотим, да, чтобы вот это начатое дело, оно завершилось, чтобы оно вот исполнилось полностью. И здесь мы можем как практический урок задаться вопросом. Да? Я уверен, вот у меня было очень много. Я уверен, что у вас было много таких моментов в нашей жизни, когда вот у меня вот в сердце глубоко зарождалось какое-то вот намерение сделать доброе дело, проявить какое-то милосердие, да? Но оно не сделалось. Вот у меня только вот на прошлой неделе была такая ситуация. Моя жена вот, меня немного обличала. Вот я позвонил своему другу, говорю, я хочу, вот давай встретимся, ну на WhatsApp написал, отправил аудиосообщение, давай встретимся на следующей неделе. Ну, он что-то забегался туда-сюда, вот 3 недели уже прошло с тех пор, вот я обещал встретиться с ним, поделиться вот своим временем. Вот знаете, вот я вот чем старше становлюсь, тем больше осознаю, понимаю, что самое дорогое, что у меня есть, это мое время и это мое внимание. Вот гораздо тяжелее делиться, да, вот своим временем и вниманием, чем деньгами, можно даже сказать. Да? Это очень дорогого стоит, потому что его очень мало, всегда не хватает. Я хотел проявить вот эту щедрость, вот встретиться со своим другом, вот пастором другой церкви, провести с ним время, и не сделал вот это вот обличение для меня. Да? И я его с ним вчера случайно встретился на улице, извинился, говорю, встретимся, не знаю. Надеюсь, я вот восполню, да, вот. Эти слова вот ко мне тоже обращены. Вот я вот обещал человеку встретиться и должен, да. Но с другой стороны, мы можем из этого тоже сделать такой урок, да, вот, вынести такой урок. Если мы находимся на той стороне, кому обещали, может быть, не стоит сильно рассчитывать на то, вот, что если кто-то вам что-то обещает. Да? Бывают такие люди иногда, да, что обещают тебе прямо горы, там, и это, и то, и другое, и третье, но это никогда не случится. И вот 1,5 недели назад вот у меня гостил, вот с нами жил мой друг Джош, приехал там из Америки поделиться своим временем, своим, вниманием. Он вот было такое благословенное для нас время. Вот знаете, он приехал, он такой 2-метровый такой чувак, такой мужик здоровый, приехал сидеть с моими детьми. Там, у меня 4 детей, вы знаете, маленькие дети, да. Мы говорим, Джош, сейчас время гулять. Он берет моих детей, идет, гуляет на улицу. Джош, там посуда стоит, он идет, моет посуду. И он уходит, там, говорит, там мусор. Он берет, выносит мусор. И чтобы вот, это было вот все, что он делал. Он пришел, выносил мусор, мыл посуду у нас дома, гулял с детьми, там прибирался. Вот он такую жертву сделал. Да, и он это обещал, и это делал. И этот Джош, между прочим, он же не какой-нибудь человек, который там праздно проводит свое время. Он такой небольшой бизнесмен в Америке, да, то есть там на него работают люди. И я ему говорю, он тоже хороший верующий, я ему говорю, значит, Джош, я вот скоро буду проповедовать по 2 Коринфянам, 8 глава, там, с 1 по 15 стихи. И вот мы разговаривали именно про вот эти стихи, 10 и 11 стихи, где вот Павел напоминает Коринфской церкви, вот они обещали, но не сделали. И Джош приводит пример со своей жизни, да, вот чем он занимается. Он как бизнесмен, ему часто вот надо подписывать контракты. Но до контрактов проводится очень много переговоров. Да? И он говорит, вот эти переговоры, разговоры, это просто разговоры и переговоры. Это вообще ничего не значит. Не рассчитывай на него никогда вообще.
Вот можно вот более-менее думать, надеяться, когда вот мы подписали бумажку, и там обе стороны подписали, вот тогда вот это дает надежду. Да? А мы вообще надо судить только по факту. Вот то, что написано, это одно дело, да, вот это другое дело, вот когда сделано. Вот у меня тоже сейчас есть одна небольшая ситуация, мы все бумаги подписали, да, но за мой труд еще не заплатили, только половину. Тоже жду. Да. И мы, да, вот то есть Павел просит Коринфскую церковь вот довести до конца вот это дело. Да, вот для нас тоже урок, вот с одной стороны, доводить до конца дела, когда мы кому-то что-то обещаем, держать свое слово. С другой стороны, если вдруг нам обещали, да, чтобы не разочаровываться, чтобы не портить отношения с людьми, особенно когда мы состоим в таких заветных отношениях, да, чтобы не портить друг другу отношения, отношения между собой, настроение не портить, лучше не рассчитывайте, когда вам кто-то что-то обещает. Да. Сделать, нет, ну, как бы более благодатно. Мы тоже можем проявить милость и милосердие в этом деле, да, вот прощение. И дальше Павел развивает свою мысль, он говорит, вот в стихах 12-14, он говорит о равенстве. Он говорит, у кого было... Он говорит, у вас сейчас избыток, и вы можете сейчас покрыть вот эту иерусалимскую вот недостачу, да, вот они находятся в таком тяжелом состоянии находятся. Но, может быть, в будущем, говорит, когда вот вы можете поменяться местами, да, вы никогда не зарекайтесь на будущее, не говорите, вот если у вас сегодня есть, не думайте, что это будет вот всегда, потому что всякое может случиться. И, может быть, тогда они смогут вам помочь. Вот, когда я вот это читал, вот с одной стороны, это меня немного, знаете, я думал, вот что делать вот с этим стихом, вот с этим, потому что он, честно говоря, мне не очень нравится. Ну, почему? Потому что я жил очень долго в Америке, и эта культура на тебя все-таки влияет. Там такая культура, каждый за себя, никто никому ничего не должен. Да? То есть не бывает такого, вот, знаете, там, коммунизм, социализм, может быть, сейчас сильно развит, но в целом это очень такой капиталистический мир, так, где вот каждый может заработать себе вот бесконечное количество блага, и ему не обязательно делиться с кем-то. И они часто, вот именно в том регионе, где я жил, они говорили о равных возможностях, но не о равных результатах. И с другой стороны, знаете, это вот имеет какой-то смысл. Я вам приведу вот пример из своей семьи. Дети. Вот моим старшим детям, вот, которым там 10 и 7 лет, мы с женой даем каждый раз там деньги раз в неделю. Ну, по крайней мере, мы обещали давать раз в неделю. Иногда забываем, они приходят, напоминают, приходится давать в 2 раза больше иногда. Да, вот. Но мы даем им одинаковое количество денег. То есть мы не говорим, вот тебе 10 лет, вот ты сейчас на 500 деньги получишь больше. Нет. Они одинаково получают деньги вот в течение уже нескольких лет. И иногда мы с женой, с Ниной берем, считаем, на что вы там тратите свои деньги. Ну, хотя, вот знаете, они без нашего разрешения не тратят, поэтому это их деньги, условно. Но у них вот сейчас, через несколько лет, когда вот мы считаем их деньги, у них не одинаковое количество денег. То есть они распределяются по-разному, да, то есть хоть и одинаковое одинаково им были даны деньги, да, ровное количество, но сегодня у них чуть-чуть вот так, да. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, слава богу, не вообще-то, не супер большая разница. Но, когда мы вот говорим о равенстве, нам, наверное, лучше думать не в таком плане, да, вот знаете, таком социалистическом или коммунистических категориях. Нам лучше думать о принципах единства. Когда, если я состою в заветных отношениях, например, в нашей церкви, или вот у тебя в семье, да, со своими детьми, если я нахожусь в этих заветных отношениях, и у кого-то вот, с кем я в таких отношениях происходит какое-то бедствие, я это не игнорирую. Я иду и участвую вот своими ресурсами тем, что вот меня вот на тот момент Бог благословил. То есть речь не идет о том, что вот давайте все одинаково будем нищими. Речь идет о внимании друг к другу, о проявлении милосердия, о проявлении благодати или о проявлении сострадания между людьми. Можно вот еще одно слово привести вот с иврита, вот это слово, тут написано рахам, да, вот рехем. Вот мы казахоговорящие, для нас это вот очень близкое слово, это ракам. Да, вот проявить вот
благодать. И вот в Исаии 49:15 именно вот это слово используется, и он говорит, забудет ли женщина, вот Исаии 49:15 написано, забудет ли женщина грудное дитя свое? И если бы она забыла, Бог говорит, я не забуду тебя. То есть это подчеркивает такую нежную заботу и привязанность. Мы не можем говорить, я тебя люблю, я к тебе привязан, да? Но при этом я полностью игнорирую твои нужды или твои просьбы. Так не бывает. Да? И Бог говорит, то это же риторический вопрос, да? Забудет ли мать своего ребенка? Ответ нет, конечно, мать никогда не забудет. Но Бог говорит, если вдруг даже такое случится, я никогда не забуду. И вот согласно вот всяким этим книгам по грамматике, по лексиконам, вот это слово «рахем», вот, которое здесь, оно тоже связано или однокоренное слово вот с другим словом «утроба», то есть «утроба», да, что подчеркивает вот аспект материнской привязанности и заботы, что делает милосердие похожим на родительское сострадание и нежность. Но я должен, с другой стороны, тоже отметить, когда говорим про родительское сострадание, вот если вот взять меня и мою жену Нину, то Нина проявляет гораздо больше благодати вот к нашим детям, потому что вот на этой неделе было очень много искушений, типа вот не дают даже нормально подготовиться к проповеди, поэтому на такой получается. Да, вот здесь вот принцип, вот это другой аспект благодати, это вот когда мы ищем единство и отвечая на нужды друг друга. И в самом конце Павел, завершая вот этот наш отрывок, да, он приводит пример из книги Исхода, 16 глава, 18 стих, что все нужды восполняются Богом. Вот в Исходе 16:18, я вам просто напомню коротко, это тот случай, когда израильтяне все, они избавились от египетского рабства, все уже там, как это Красное море, да, вот пересечено, все, они в свободе, никто за ними не гонится. Но появляется другая нужда еды, они хотят кушать, да, еды им не хватает. И Бог им таким чудным образом с неба, да, манна небесная, дает им вот этот хлеб. И там вот в нашем стихе, вот в 15 главе мы можем даже прочитать, как написано. Вот Павел, когда говорит в 15 стихе, как написано, он туда говорит, у того, кто собрал много, не было излишка, и у того, кто собрал мало, не было недостатка. То есть хватило всем. Все нужды, вот, и все голодные были накормлены. И из этого мы можем сделать, знаете, вот если мы прочитаем вот то, что написано вот в Исходе еще чуть-чуть больше, да, мы помним, да, как эти израильтяне отвечали, как они реагировали на эту манну. Да, они говорят, что это? Вот манна и означает, что это. Поэтому мы можем сделать такой вывод, что благодать Бога, когда она к нам проявляется, мы не можем его полностью осознать, всю глубину. Вот мы сегодня просто немного вот дотронулись, да, вот, что это милость, что это готовность. С другой стороны, это признаки или качество праведника, но при этом все равно мы до конца никогда не сможем понять Божию благодать, даже тогда, когда мы это физически потребляем каждый день. Мы всегда будем спрашивать, что это, потому что Божья благодать, она безграничная. Бог, который простил и принял обратно вот царя Давида за такое вот очень большое, вот такое ужасное зло, Он точно так же принимает и нас сегодня. И как и Павел вот показал, да, вот привел пример Христа, что Он это уже сделал. Он обещал, и Он довел это дело до конца. Он проявил в Иисусе Христе вот эту очень, как скажем тогда, немыслимую благодать и милосердие. Бог простил и принимает нас, то Он прощает все наши грехи. Не бывает такого греха, который Бог не сможет простить. Мы, может, сами не можем простить себя, мы не можем простить другого человека. Мы не готовы за это оплатить, за это проявить вот эту щедрость, проявить щедрость прощения. Но Бог готов, и Он сделал. Поэтому, да, вместе с тем, что я хотел сегодня еще в конце вот, да, присоединиться к призыву, да, чтобы мы тоже
присоединились вот к этому милосердному делу, да, для сбора вот средств на покупку жилья, ну, на покупку нашего жилья, нашей церкви, для здания, да, земли, здания, построения, да, но при этом, чтобы мы помнили, да, что это вот только маленькая часть милосердия, которую мы можем проявить. Да, мы должны прощать друг друга, принимать друг друга, потому что Иисус Христос проявил для нас такую огромную благодать, которую мы не будем понимать никак, то есть все время будем спрашивать, что это. Аминь.